Друзья, всем привет! Экстренный выпуск про акул. Сегодня поговорим о том, что надо быть вообще в жизни более осторожными, особенно в быстро меняющемся климате. И эта свежая история, которую сейчас мы рассмотрим, отлично раскрывает всю произошедшую картину. Представьте себе Сиднейский пляж, разгар зимы, в холодном июне. Температура воды стремительно падает, пронизывающий ветер отпугивает абсолютное большинство купальщиков. Волны мерно бьются практически о пустой песок, и кажется, природа замирает, и можно полностью расслабиться вдали от летней суеты. И сегодня мы разбираем детально произошедшее событие на Кули-Бич, которое заставляет полностью пересмотреть наш подход к безопасности, потому что привычные правила, похоже, вообще перестают работать. Итак, 13 июня. Сегодня время на часах показывает ровно 11 часов 15 минут утра. Почти полдень. 35-летняя женщина решает искупаться на Кули-Бич. Это такой открытый океанский пляж, который находится в 7 километрах южнее знаменитого Бонди. Место славится своей чистотой и привлекает местных жителей даже вне туристического сезона. Женщина отплывает на расстояние примерно 30 метров, это немало, от береговой линии. И в этот самый момент происходит столкновение с крупной, предположительно, трехметровой акулой. Очевидцы на берегу реагируют мгновенно. Несколько человек бросаются прямо в эту холодную воду, вытаскивают пострадавшую на песок и начинают немедленно оказывать ей медицинскую помощь первую. До прибытия врачей еще. Масштаб повреждений требует на самом деле экстренного медицинского вмешательства. На место происшествия оперативно прибывают сразу 8 бригад скорой помощи. Медики фиксируют на месте женщины массивные ранения рук и ног. Состояние оценивается как критическое, поэтому сразу же задействуют вертолет для срочной эвакуации в специализированный госпиталь. И я сейчас очень быстро смотрю на эти сухие факты, которые будут дополняться, и задаюсь закономерным для себя вопросом. Почему нападение это произошло именно сейчас? Как всегда, у нас есть центральный вопрос. Летний сезон давно закончился, вода стала значительно холоднее, и пляжи потеряли свою многолюдность. И пик активности морских хищников традиционно приходится на теплый период с декабря на март. У нас сейчас июнь. И разгадка кроется в погодных аномалиях, особенностей биологии самих животных. Поэтому специалисты сейчас предварительно идентифицировали нападавшую особь, и это похоже на бычью акулу, опять бычья акула. Обычно это представители этого вида предпочитают хорошие прогретые северные акватории. Летом они мигрируют на юг, подбираются ближе к популярным местам сиднейского отдыха, так сказать. А зимой они должны уходить обратно в теплые воды. Но непрекращающиеся сильные дожди, они устанавливают новые правила игры. Обильные осадки вымывают огромные объемы питательных веществ и мелкой живности из экструариев рек прямо в открытый океан. И бычьи акулы начинают буквально следовать за этим плотным потоком пищи. Мутная вода после дождей, соответственно, создает идеальную оптическую маскировку, делая трехметровых хищников абсолютно невидимым для человеческого глаза. Пловец просто не способен заметить угрозу до момента непосредственно физического контакта. Понимаете, как все сейчас происходит? Надо быть очень и очень внимательным, заранее понимать, что может быть с вами. Случай на Кули-Бич заставляет нас внимательно оглянуться на статистику текущего года. Потому что ситуация на побережье Австралии развивается, как мне кажется, очень по жесткому сценарию. Вот послушайте, 18 января, относительно недавно, на Шарк-Бич в районе Вакальюз группа подростков отдыхала возле знаменитого 6-метрового выступа Jump Rock. 12-летний Ника Антич прыгает в воду вместе с друзьями и подвергается нападению крупной акулы. Трое его товарищей проявляют невероятное мужество и смелость, бросаются на помощь и вытягивают парня на берег. Но, к сожалению, уже 24 января семья мальчика выпускает официальное заявление, в котором говорится о невосполнимой потере. И буквально на следующий день после инцидента с Ника, 19 января, 11-летний серфер сталкивается с хищником Оуди Айпоинт. Ребенок чудом остается жив, цел физически, хищник просто откусывает огромный кусок от его доски для серфинга. В тот же самый день на Норth Стейт Бич в Мэнли 25-летний мужчина получил тяжелейшие ранения ноги.
И спасатели доставили его в Royal North Shore Hospital в критическом состоянии. И этот инцидент тогда вызвал настоящую панику среди отдыхающих, так как пляж был полон людей, которые наслаждались теплой летней погодой. Дальше география инцидентов значительно расширяется. В период с мая по июнь у берегов страны фиксируется потеря 3 опытных дайверов. Если вы смотрели мои выпуски, один такой случай я рассмотрел, которые занимаются подводной охотой. Среди них 38-летний Стив Мотобойник, которого атаковала акула 16 мая около Перта. И всего к сегодняшнему дню официальная статистика 2026 года насчитывает 4 случая с необратимым исходом. Надо сказать, что государство реагирует на растущую угрозу, реагирует масштабным целевым финансированием. Власти штата направляют, вдумайтесь, $22 миллиона ежегодно на программу снижения рисков. И за последние пару лет, если тогда посчитаем, мы государственные инвестиции превышают уже $42 миллиона. На эти деньги развернута одна из самых крупных и дорогостоящих систем океанского мониторинга на планете. И масштаб этих цифр на самом деле очень сложно переоценить, потому что на самом деле эти деньги могли бы, да, решить какие-то, закрыть другие проблемы, однако правительство, видите, четко сделало ставку на безопасность береговой линии. Инвестиции направлены на закупку там оборудования, постоянное обучение персонала, модернизацию серверов для обработки данных и поддержка всей инфраструктуры в надлежащем рабочем состоянии, как это положено. В воде постоянно работают более 300 специальных барабанных лесторарий. Установлены 37 акустических станций, которые непрерывно считывают сигналы со всех чипированных особей. Физические заградительные сети традиционно перекрывают подходы к 51 пляжу в Австралии. То есть выстроенная инфраструктура, она просто впечатляет своими масштабами. И мне кажется, что после этого случая где-то это все-таки система дает свой сбой. Именно вот без привязки к сезонным графикам. Сети на Кулибич находились в воде, кстати говоря, строго с сентября по март. И к моменту сегодняшнего инцидента акватория, получается, оставалась полностью открыта для морских обитателей. Сеток уже не было. Технологический фронт защиты от акул опирается на современные беспилотники в Австралии. И я немножко изучил, как это все работает, и готов подробно вам рассказать некоторые детали работы этих инновационных устройств. Спасательные службы используют высокотехнологичные аппараты типа Reaper Lifesaver. Оснащение дронов не ограничивается камерами высокого разрешения. На борту также установлены очень мощные аккумуляторы, которые позволяют патрулировать заданные квадраты очень продолжительное время. Инженеры специально разработали также усиленные корпуса, которые способны выдерживать агрессивную морскую среду, а также порывы соленого ветра и высокую влажность. Эти дроны управляются продвинутым искусственным интеллектом под названием SharkSpotter. Программу очень долго и кропотливо разрабатывали ведущие специалисты школы программного обеспечения технологического университета Сиднея. То есть люди, которые понимают в этом. И система обрабатывает живой видеопоток с камеры летящего дрона с помощью своих сложных алгоритмов глубокого обучения. Сама нейросеть, она обучена на десятках тысяч уникальных кадров морской среды. Поэтому эта программа, она способна различать акул с потрясающей точностью до 90%. Для сравнения, человеческий глаз натренированный при патрулировании с летящего вертолета дает точность распознавания всего около 18%. Поэтому искусственный интеллект безошибочно определяет контур акулы и способен его отличить от 16 других видов морской фауны. Очень точно. Компьютер понимает разницу между опасным хищником, мирным дельфином, скатом или китом. Алгоритм мгновенно распознает серферов, рыбацкие лодки и даже обычных пловцов. При обнаружении потенциальной угрозы дрон зависает прямо над хищником и транслирует точные координаты спасателям на берег. Очень круто. Также аппарат дополнительно оснащен мощным мегафоном для голосового оповещения людей в воде. И при критической необходимости этот беспилотник также сбрасывает компактный надувной спасательный плот прямо в руки пловцу. Технология, как я говорил вам уже, действительно потрясает воображение своей невероятной эффективностью. Но проблема использования этих умных машин, как всегда, заключается исключительно
в административном подходе. И в субботу дроны штатно патрулировали 14 точек на побережье, но на Кулибич полеты категорически не проводились. Потому что расписание дорогостоящей техники жестко привязано к летнему периоду. А зимой высокотехнологичное оборудование просто простаивает на складах. И только после сегодняшнего происшествия власти экстренно вывели операторов дронов на соседние пляжи Бонди и Бронте для организации внеочередного дежурства постфактум. Один из местных советников уже публично потребовал внедрить патрулирование беспилотниками максимального количества пляжа на постоянной и круглогодичной основе. И мы сталкиваемся с очевидным и пугающим противоречием, я вам так скажу. Да. Природа отказывается жить по календарю туристического сезона. Потому что климат стремительно меняется, дожди идут интенсивно, дикие животные адаптируют свои привычные маршруты. Почему? Потому что они ищут пропитание. А государство вкладывает десятки миллионов в разработку сверхточных алгоритмов машинного обучения при этом. Ученые создают, не спорю, профессиональные потрясающие инструменты всего этого автоматического распознавания объектов сквозь толщу воды, но при всем этом административная машина очень легко отключает этот защитный купол в тот момент, когда температура воздуха падает всего на несколько градусов. И Кулибич наглядно и очень предельно точно показывает истинную цену такого экономного подхода. Женщина оказалась в итоге один на один с трехметровой рыбой в мутной воде по причине банального наступления календарной зимы. Теперь давайте еще в контексте этого случая разберем немножко механику работы так называемой антиакульей сети, потому что очень многие отдыхающие представляют себе это как просто непреодолимую преграду, стопроцентная защита. Люди просто физически верят в том, что эта сетка натянута от самого низа и до самой поверхности зоны купания в открытом океане. Но реальные характеристики таких сетей выглядят совершенно иначе. То есть стандартная сеть, которая растягивается в штате, она длиной около 150 метров и опускается на глубину всего около 6 метров. А сам океанский пляж, он зачастую тянется просто на десятки километров. И хищники абсолютно без каких-то малейших проблем могут проплыть под низом ячеек, под нижним краем ячеек, слева и справа от этой сети. И это вообще не проблема для них. Около 40% всех пойманных рыб запутываются, кстати говоря, в ячейках именно со стороны берега. То есть животные свободно заплывают на мелководье и ищут там пищу. И позже они пытаются обратно найти путь в открытый океан и попадают, получается, в ловушку. В этой связи мне кажется, что любой сейчас в наше время должен помнить, что океан всегда будет непредсказуемой средой, неподконтрольной человеку полностью. То есть мы можем устанавливать акустические буи, натягивать километры сетей, запускать самые современные дроны на интеллектуальном управлении. Но надо всегда учитывать обстоятельства. Нельзя вот так вот самонадеянно, как эта женщина, относиться к себе. То есть каждое погружение в мутную воду после дождя, оно влечет за собой колоссальные личные риски. И да, технологии способны минимизировать угрозу, но опять же, это абсолютно должна быть исключительная ситуация, стопроцентный контроль. Поэтому что тут сказать? Напишите в комментариях ваше честное мнение по этому сложному вопросу. И особенно, если вы живете в Австралии. Оправданно ли тратить такие огромные бюджетные средства на круглогодичные полеты ради защиты редких зимних купальщиков? Или же все же в холодное время сезона в океане безопасность человека должна оставаться его зоной личной ответственности? Напишите об этом, очень интересно услышать ваше мнение будет. На этом все. Всего вам самого доброго, пусть у вас все будет хорошо. До следующих выпусков и пока.